Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я готовлю два блюда в одной кастрюле. Это голубцы и фаршированные перцы. Одна начинка и две разные оболочки. Перцы и голубцы готовятся вместе, пропитываются ароматом друг друга и получаются очень вкусными. И в сезон овощей, когда большой выбор ароматного и мясистого перца, я готовлю только так. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Для фарша мне понадобится рис, который я предварительно отварю до полуготовности. Промываю рис, заливаю водой, добавляю немного соли и ставлю на плиту. Варю рис 7 минут. После чего откидываю рис на сито и даю лишней воде стечь. Теперь подготовлю овощи. У перцев нужно вырезать серединку и очистить от семян. Можно срезать крышечку, удалить семена, а затем вырезать хвостик. И после фаршировки накрыть перец крышечкой. Но мне больше нравится другой вариант. Я аккуратно вырезаю хвостик и через это отверстие удаляю семена. Делайте как вам удобнее. Теперь подготовлю капусту. Делаю глубокие надрезы вокруг кочерышки и отделяю те листья, которые легко снимаются. Если капуста очень плотная и большая, то чтобы не ломать листья, я опускаю ее в горячую воду, держу пару минут и затем снимаю те листочки, которые легко отделяются. И так далее. Долго в кипятке листья не держите, чтобы они не переварились. Они должны смягчиться, но не рваться. Отправляю в воду верхние листья, которые я не проваривала. Затем из крупных листьев вырезаю твердую серединку и делю лист на две части. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Листья капусты готовы. Теперь я бланширую перцы. Отправляю их в кипяток, но долго не варю. Минуты полторы-две. Они должны немного смягчиться, чтобы не лопались при фаршировке, а дойти до готовности они успеют, когда будут уже вариться. Перцы и листья капусты остывают. У меня на канале есть рецепт голубцов из молодой капусты в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Возвращаясь к сегодняшнему рецепту. Фарш у меня уже готов. Я обычно делаю сразу много и замораживаю небольшими порциями. У меня здесь говядина со свининой 50 на 50. Нарезаю крупными кусочками лук, сладкий перец и сельдерей. Эти три ингредиента я всегда добавляю в фарш при приготовлении голубцов и перцев для сочности, дополнительного аромата и вкуса. Затем измельчаю в блендере. Все это также можно перемолоть и на мясорубке. Отправляю это все к мясу. Добавляю соль, свежемолотый черный перец и хорошенько вымешиваю фарш. После этого соединяю фарш с отваренным до полуготовности рисом и аккуратно перемешиваю. Добавляю немного холодной воды, чтобы начинка не была сильно плотной, примерно полстакана. Начиняю перцы. Здесь все понятно. А вот голубцы можно свернуть разными способами. Я сегодня хочу свернуть их конусом.
Они легко сворачиваются и очень просто закрываются края. Так что если не пробовали делать такую форму, то можете поэкспериментировать. Выкладываю начинку и сворачиваю ее конусом. А открытые края просто заправляю внутрь. Все хорошо держится. Голубец не раскрывается и получается вот такой формы. Голубцы и перцы я свернула и нафаршировала. У меня получилось 19 голубцов и 11 перцев. Уложу их в кастрюлю. Нарежу стебли сельдерея и выложу сверху для аромата. Заливаю все водой и отправляю на плиту. Довожу до кипения, уменьшаю мощность плиты и накрываю крышкой. Варю примерно 30 минут. У меня на канале есть рецепт фаршированного перца с очень оригинальной начинкой в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пока голубцы и перцы варятся, я приготовлю зажарку. Нарезаю мелкими кубиками лук. Морковь натираю на терке. Свежие томаты нарезаю и измельчаю в блендере. Можно использовать уже готовый томатный сок. В сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю лук с морковью. Затем вливаю измельченные помидоры и готовлю заливку минут 15-20. В процессе приготовления добавляю соль, свежемолотый черный перец, немного сладкой паприки, сушеный базилик, у меня фиолетовый, и еще добавлю немного сахара для баланса вкуса. Если вы хотите, чтобы подлива получилась густой, то можете добавить в зажарку ложку муки. Еще минут 5 и готово. Голубцы и перцы варятся, их тоже нужно подсолить. Пришло время залить голубцы и перцы зажаркой. Мелко порублю зелень. У меня укроп и петрушка. И чеснок. И еще для пикантности добавлю кусочек перца чили. Все это отправляю в кастрюлю. Довожу до кипения и варю еще минут 10-15. Готово! Вот такие два блюда в одной кастрюле у меня сегодня получились. Несмотря на то, что у них одинаковая начинка и готовятся они вместе, вкус у них отличается. Попробуйте, вы не пожалеете. Для приготовления мне сегодня понадобилось для наполнения 1 кг капусты и 11 штук перцев. Для фарша килограмм фарша свинина с говядиной 50 на 50, 150 граммов риса, 300 граммов лука, 150 граммов сладкого перца, 50 граммов сельдерея, также соль, черный молотый перец и вода. Для зажарки 2 луковицы, 1 морковь, 700 граммов помидоров, чеснок, сельдерей, укроп, петрушка, острый перец, соль, черный молотый перец, сладкая паприка, сахар и сушеный базилик. И вот такая вкуснятина получилась. При подаче можете полить блюдо сметаной. Получается очень вкусно, ароматно и сочно. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из фарша смотрите в этом плейлисте.
Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!